Тяпулхунь и тяфунь, дорогой мой совенок. Етить твою сову. Я, последняя бестолочь, опять задержала выход одного видосяна. А точнее обзора. Приношу искренние извинения авторам проекта, а также надеюсь на ваше понимание. Спасибо. Где-то год назад, примерно в это же время, я обозревала сериал «Будни Психушкина» и высказывала свое мнение по поводу проекта. Что ж, время пришло сделать очередной обзор аж по 4 новым сериям. В этом видео я не буду трогать другие видео на канале, не касающиеся основного повествования сюжета. И да, будь хорошей совушкой, посмотри первую часть про этот сериал. Тебе понятнее суть дела будет, и мне просмотры накапают. Ну а мы полетели! Итак, я буду одновременно рассказывать о сюжете серии и одновременно вставлять свои комментарии, чтобы сэкономить время. Все-таки снимаю видосы я на 3-летнем планшете, а не на мощном железе. Вторая серия. Группа Эврика. Сперва уже известные нам герои Гера и Гена стоят в коридоре и болтают о насущном. Тут Гена замечает плакат о предстоящем концерте и, не стесняясь в выражениях, говорит о своем желании посетить этот концерт. Тут заканчивается первое действие, и мы сразу видим заставку лого. Зачет. Дальше смена кадров и разговор ребят о произошедшем беспределе за 40 минут урока. А дальше смена действия. Прошло всего 1,5 минуты, а у нас уже 3 действия. Нам рассказали, о стольких событиях, которые произошли в теории за эти 40 минут, но ничего не показали. Смысл этой сцены? Мне кажется, что если нет желания показывать конкретные действия, а не передавать их на словах героев, то лучше вообще обойтись без данной сцены. Так как следующее действие уже поинтереснее, ведь мы узнаем, что всякие летающие значки у Гены, как эти сердечки, показывают его настроение. Дальше они подмешивают в воду таблетки Геры, потому что пубертат Геннадий очень хотел, чтобы его увидела солистка группы. Ах да, еще мы узнаем, что Генка может менять свою одежду по воле мыслей. План мальчишек сработал, однако... Призрак? Призрак! Призрак! Складываемся, концерт отменяется! Боже, призрак! Я же вроде побрызгал рот местной жидкости. Извиняюсь, но концерт отменяется! В школе призрак! Для того, кто дублировал Эврику. Простите, я дико извиняюсь за критику. Но как бы вы отреагировали в реальности, если бы вы перед собой увидели сверхъестественную хреноту? Не бойтесь орать в микрофон и проявлять весь свой фонтан эмоций. Но серьезно, яркие эмоции оживляют проект. Серия 3. Летние посадки. 3 серия вышла в принципе похожей на филлер, однако довольно ламповой. Очень даже приятная серия. Единственное, что сразу, хочется сказать, что, случилось с выступлением группы из прошлой серии. Ну, кроме, конечно, вдохновленного Генки. Почему это не раскрыли? Алло, там концерт совали, а мы тут уже обсуждаем дачу. Отмена концерта должна была повлечь за собой какие-то важные действия. Почему этого не показано? Почему не раскрыто? Вот это прям очень огромная сюжетная дыра. Ну да ладно, в этой серии действия происходили на даче. Гера обзавелся подружкой Лизой, на заборе взрывались птицы. Что, Ну и Гена нашел себе друга Листочка в лесу, который, судя по всему, тоже какое-то призрачное существо. Серия 4. Клуб Малварметта. Сперва нас приветствует аутро. Качество оформления все улучшается и улучшается. Респект. Что ж, и хронометраж и картинка стали лучше. Я, если честно, во время просмотра ни одной пометы даже не сделала. Поэтому на одном дыхании говорю о серии. В ней тоже своего рода нет особого лора, но вот парочка интересных моментов была. Начинается все с того, что к мальчикам подходит челик из клуба Малварметта. Это, если что, клуб крутых ребят в школе.
Герои приперлись туда, Гере дали задание сфоткать несколько отличников, ведь Герка занимается фотографией. Правда, для чего это нужно было клубу, так и неизвестно. Но взамен ему пообещали медальку. И от мысли заполучить медальку Генка загорается энтузиазмом. Мальчишник отправляется на задание. Да Генка просто ловелас ходячий, которому лишь бы девчонок соблазнять. Ах ведь чертов шалун. Так они фоткают всех нужных им людей, Гера получает медальку, ну, а Гена супер спасибо от Эльдорадо. Ой, то есть... Трудись лучше, чем плакать. Но больше важны не эти события, а сцена в столовой, где выясняется, что Генка-то умеет копировать еду, а та реальная еда, которую он скопировал, становится похожей на вкус ботинок. Теперь понятно, как он жрал траву в 3-й серии. А также он может общаться с Герой на расстоянии. Серия 5. А вот здесь я остановлюсь поподробней, так как она уже с лором. Начинается серия с новой заставки. Блин, вот реально мой респект ловите. Просто восхищаюсь проделанной работой. Серия начинается с того, что Гера пребывает у себя в сознании. И вроде бы ничего. Да только у нас сериал о призраках вообще-то. И вот подобного рода локация может иметь весьма весомое значение. Так и есть. Ведь именно в нем Гера замечает человека. И сразу же выходит из транса. А, вот, видите, брызнула струйка лора. Закинули сюжетную удочку. Ну а тем временем герои болтают и решают сходить в городской парк. Ах да, еще и выясняется, что старый фотик Геры умеет фоткать призраков. С одной стороны, в их прогулке тоже ничего значимого, но Гера рассказывает историю о путешественнике Клаудвере и его напарнике Ротавире Затратном. Конкретно нас больше всего интересует Ротавир. Мы к нему еще вернемся. За разговорами об этих двух людях мальчишки забрели в ботанический сад. И тут нас ждет еще одна сюжетная деталь. Пыль возле призраков. По словам Гены, от нее можно избавиться, но он этого не умеет. А вот сейчас прям важный момент в серии. Затратный не только экспериментировал с гибридами растений, по словам Геры, но и с переселениями душ. И вот как по иронии судьбы, именно в этот момент одна из таких душ напала на Герку. Почему я так и решила? Ну, это же очевидно. Разговор о душах, и тут душа одна была такая же рядом, бла-бла-бла. К тому же, об этом свидетельствует голубой цвет, который соответствует цвету Затратного. Но о теориях мы поговорим в конце ролика. Конкретно в нашего Геру вселилась душа кота. И очень интересно наблюдать, как проявляются черты котика в теле Геры. Но Гена смог изгнать кота, при этом его знатно так обкромсали. Бум! Лорище просто офигеть! Столько событий на 7 минут, и они прекрасно и гармонично связаны. Рост авторов виден просто колоссальный. Качество улучшается с каждой серией, и это не может не радовать. Ребята, я вами горжусь. А теперь в качестве итогов я хочу поговорить о своих теориях, ведь за такое время их скопилось немало. Ну и начать стоит с того, а кто же такой Гена? Я думаю, это просто и очевидно. Это нерожденный или погибший при рождении брат-близнец Геры. Этим и объясняются их похожие черты и противоположные цвета прядей и глаз. А также в первой серии я этому не придала значения, но сейчас этот момент подтверждает мою теорию. Тебе мама рассказала про то, как ты родился и с кем? В смысле с кем? Нет, ни с кем. Так что да, Гена и Гера братья-близнецы, и это точно. А вот после 5-й серии у меня появилась и более безумная теория. Заключается она в том, что Затратный дальний предок мальчиков. Помните, я говорила вам о голубом цвете, который связан с ним? Так вот, ни у одного героя больше нет подобного цвета в палитре.
Только у близнецов есть этот цвет. У Гены это вообще цвет глаз, что явно намекает нам о его причастности к делу. Звучит как реальная теория заговора по РЕН-ТВ, но в этой серии нам наконец-то показали отца семейства Психушкиных. Я не думаю, что просто так он был показан крупным планом. А теперь сравните между собой Затратного и Александра Психушкина. Цвет волос идентичный, а значит, моя теория имеет место быть. Также этот Затратный, скорее всего, и есть человек, который беспокоил Геру в его сознании в начале серии. В любом случае, будем дожидаться дальнейшего развития сериала. Надеюсь, что авторы не прекратят свою работу и их не поглотят трудности наступающей взрослой жизни, ведь именно это порой губит сотни проектов молодых авторов. Надеемся на лучшее. Ну и вот такой обзор получился. Автор, надеюсь, никого не обидел. И с вами была я, Дарика Эфирка. Вы были на канале Эфир. И до связи, совята!